я устал. Иногда так хочется произнести эту фразу, картинно выдыхая, да так, чтобы все слышали, как воздух выходит из легких. Придать себе такую томную отрешенность, посмотреть в никуда и ощутить на себе сочувствующий взгляд. Притом трудно понять, откуда берется это желание. Далеко не всегда ему предшествуют какие-то жизненные обстоятельства. Не обязательно находиться в безвыходной ситуации, чтобы устать. Вселенская усталость может родиться из ничего и поглотить полностью, без остатка. В этом состоянии настолько приятно пребывать, что начинаешь сам его усугублять, задергивая шторы посреди солнечного дня, обливаясь горячей водой в душе по полчаса и слушая медитативную музыку. Но так ли оно не видно? Казалось бы, просто хочешь погрустить? Или не в этом причина? Когда я впервые столкнулся с многосерийным фильмом «Агент паранойи» Сатоши Коно, мне это чувство было незнакомо. Да и вообще, мне мало что было знакомо. И ничего я не понял в свои 11 лет. Единственное, что я почерпнул из просмотра, это необъятный восторг. Я смотрел на экран телевизора, не отдавал себе абсолютно никакого отчета в том, что происходит, и восхищался. Меня удивляло все. В первую очередь мне бросилась в глаза внешность персонажей, ведь я тогда даже подумать не мог, что в аниме у героев может быть не красный цвет волос и не фиолетовый цвет глаз. Я не знал, что они могут не только бегать со скоростью звука и уничтожать врагов с одного удара. И мне трудно было поверить в то, что главным героем может быть взрослый человек, а мультики могут быть направлены на зрелую аудиторию. Я думал, ничего себе, это аниме про реальную жизнь. Первый раз такое вижу, но думать я решительно отказался к середине сериала. Когда начало происходить что-то на тот момент, совсем для меня непонятное. По окончании просмотра в моей голове ничего не было, кроме ясного осознания, что я точно вернусь к этому сериалу. Спустя 2 года, может 5 лет, а может и 10. Время шло неумолимо, и жизнь усложнялась. 13 лет – первые детские вопросы о смысле жизни. 15 лет – первая любовь и юношеский максимализм как защитная реакция на комплексную структуру мироустройства. 17 лет – выпускной, ЕГЭ, вуз. Пройдя через первый курс, я впервые ощутил на себе состояние вселенской усталости. До сих пор учеба давалась мне без особых усилий, и попадание в среду людей, которые были в некоторых вопросах на голову выше меня, в особенности в вопросах усидчивости и усердия, очень сильно ударило по моей самооценке. Я начал понимать, что если бы я хотел задержаться в университете, то мне бы пришлось прикладывать к этому усилия. Мне нужно было конкурировать, заново выстраивать доверительные отношения с преподавателями и работать над собой. Я вдруг осознал, что все мои какие-то мифические интеллектуальные способности, которыми я так когда-то гордился, совершенно бесполезны. Возможность — это просто пшик. Если не ухватиться за нее и не попытаться притянуть ее в реальность. Понимание всего этого вгоняло меня в какой-то темный лес, болото, Мещерский край, постоянно обволакиваемый туманом. И от этого у меня было еще меньше сил, чтобы работать. Я устал. Это был первый раз, когда я произнес эту фразу. Я просто бросил все и ничего не делал. Я не хотел думать о последствиях и вообще о реальности. Единственное, о чем я думал, это как было бы круто сейчас вдруг столкнуться с такими обстоятельствами, которые бы оправдали мое бездействие. Чтобы можно было сказать всем, кто меня окружает: ребята, я не ленивый, просто обстоятельства так сложились. Я сделал все, что мог. Но обстоятельств не было. И мне приходилось их выдумывать. Убеждать себя в том, что на пути стоит множество непреодолимых стен и ловушек.
Удивительно, насколько многогранно описано это состояние в «Агенте паранойи». Вообще говоря, Сатоши Кон не раз играл на эффекте стирающихся границ между реальностью и иллюзией, но все остальные его фильмы не вызвали во мне такой резонанс, как единственный его сериал. Тем не менее, Сатоши являлся одним из столпов японской анимации. Его имя находилось, да и сейчас, после его смерти в 2010 году, находится среди звезд. На мой взгляд, одной из главных причин его международной популярности является то, что он черпал вдохновение из реального мира и других видов искусств, а не из пластикового конструктора, именуемого в простонародье аниме. Конечно, свою роль сыграли и сытые 80-е и начало 90-х, но у него было полно конкурентов, среди которых Сатоши Кон выделялся своим уникальным стилем, находящимся на перекрестке между классическим восточным, спокойным, взвешенным и слегка медитативным, и западным, экспрессивным, динамичным и упрощенным. Именно этот уникальный стиль, пропитавший стены студии Madhouse, позволил реализовать проект, по сути, состоящий из отработанного материала, остатков каких-то историй, не использованных в предыдущих фильмах Сатоши. И эти разрозненные истории прекрасно складываются в одну общую картину. Мои попытки убедить себя в том, что я нахожусь в тупике, увенчались успехом. Я действительно в это поверил. И до тех пор, пока я находился в иллюзиях, мне казалось, что все в принципе в порядке. Ну да, может, я когда-то и упустил какой-то шанс, но это мелочи по сравнению с тем, что принесли мне эти обстоятельства. Ох уж эти обстоятельства, ах, если бы не они. Но пребывать в таком состоянии всю жизнь я не мог, ведь даже если ты плывешь по течению, то рано или поздно натыкаешься на острый камень, который тебя режет до тех пор, пока ты не попытаешься от него оттолкнуться. Можно, конечно, было попробовать от него уклониться, но это было не про меня, ведь нужно было думать заранее. Этим камнем для меня стала воинская повинность. Всякое отсутствие страха и желания что-либо делать привело меня прямиком в берцы. Предварительно огрев лопатой по голове с криком «Поец, почему сугробы еще не квадратные?» «Виноват, товарищ старшина, разрешите исправить?» И я исправлял. Копал, греб, подметал и скучал. Просто с ума сходил от бессмысленного времяпрепровождения. Даже любовь к эскапизму меня перестала спасать. И вот в состоянии смертельной скуки я начал чуть ли не каждый день произносить «Я устал». Но я чувствовал, что это какое-то другое «я устал». Оно какое-то более гнетущее и совсем неприятное, как раньше. Да, видимо, это настоящее «я устал». Потому что обстоятельства действительно были, и они были по-настоящему непреодолимые. Что бы ты ни делал, уменьшить отведенный тебе срок не получится. Ты не можешь просто сделать все быстрее и уйти, ведь если ты сделаешь что-то быстрее положенного, тебе просто нарежут еще какую-нибудь задачу. Я постепенно начал переставать чувствовать себя главным героем в своей жизни. Что касается главного героя агента паранойи, трудно повесить на кого-то конкретного этот ярлык. Истории разные, и даже если к середине сериала между ними начинает вырисовываться связь, то каждый новый персонаж все равно оказывается настолько же живым, насколько живы и наиболее часто встречающиеся герои. Это человек, и это человек. И все они хотят одного – уйти от проблем. Только лишь один из них помогает им найти способ. Девушка по имени Саги Цукико. С ней нас знакомят в самом начале сериала, и именно она оказывается первой из множества жертв загадочного хулигана-школьника, рассекающего улицы Токио на золотых роликовых коньках с помятой бейсбольной битой того же цвета наперевес. Девушка работает дизайнером персонажей, и ее постигает внезапный успех. Ее детище, Мароми, обрело невероятную популярность, но мир не стоит на месте, и от нее требуют нового, улучшенного Мароми. Но Мароми — это не просто рисунок.
Он уходит глубоко в детство Саги. Разве можно за несколько недель родить что-то еще более продуманное и успешное? На работе на нее начинают оказывать все большее давление. Ее начальник уже сообщил представителю фабрики игрушек, что новый персонаж на подходе, а на деле нет ничего, кроме кучи скомканной бумаги со следами от грифеля карандаша, не представляющей никакой ценности. И когда она уже хочет сказать, что она устала, и прекратить этим заниматься, на помощь приходят обстоятельства. То самое нападение хулигана, которого впоследствии именуют или, дословно, мальчик подросткового возраста сбитый. Хорошенько приложившись к ее голове, он уезжает в темноту и оставляет Саги наедине с ее приятной, расслабляющей усталостью. Как известно, после первых 2 месяцев в армии жизнь устаканивается, все превращается в рутину, от тебя начинают меньше требовать и меньше давить. Где-то на 3-м месяце у меня появилась возможность пользоваться интернетом. Сначала из-под тишка, а потом часами, переводя свое на тот момент на 20 килограмм потолстевшее тело в горизонтальное положение. Но усталость никуда не уходила, и тут мне в голову постучался какой-то старый сериал, который я видел давным-давно. Помнил восторг, но больше ничего не помнил. Спустя 3 дня усиленного вспоминания я, наконец, нашел в глубине своего головного мозга название этого сериала и начал его смотреть. В экспозиции нам показывают разрозненные отрывки, где так или иначе отображено массовое желание людей уклониться от обязательств. Показательно, что мы ни разу не слышим внутреннего монолога персонажей на протяжении этой достаточно сложной сцены. Да и вообще, за весь сериал это можно встретить только в одном эпизоде, где использование такого приема действительно оправдано и придает оттенок сатиры и юмора. Все эмоции, действия и мысли объяснены цветовой палитрой, расположением камеры, движениями персонажей и, как бы необычно это ни звучало, выражениями лица и интонацией. После нападения на Саги Цукико по Токио ходит волна таких же преступлений. Нападающий появляется из ниоткуда, бьет битой по голове и уезжает в никуда. Умудренный опытом детектив Кейичи Икари, работающий в паре с молодым помощником по имени Манива Мицухиро, сразу замечает какую-то странность, но его сомнения развеиваются, когда на мелкого полицейского коррупционера, начинавшего карьеру вместе с Кейичи, нападает тот самый Шонэн Бато. Правда, его нападение оказывается не очень эффективным, и полицейский ловит мальчика. В процессе допроса выясняется, что мальчик погрузился в иллюзии и представлял себя как некого героя, ведущего борьбу с мистическим злом. Вот только нестыковки все равно продолжают копиться. Когда мальчик после серьезного допроса начинает утверждать, что битый он огрел всего лишь 2 человек, а жертв было значительно больше, подозрения Кейичи все же находят в себе оправдание. Кажется, я рассказываю про какой-то хоррор, детектив, но на самом деле я бы назвал этот сериал одной из лучших комедий вообще. Я редко смеюсь в голос от того, что происходит на экране, но в данном случае я смеялся практически каждый эпизод. Правда, смех этот совсем не такой однозначный, как это бывает в простых комедиях. Он какой-то грустный, сами ситуации вообще не смешные, да и шутки, как мне кажется, вовсе и не должны были быть шутками. Один из моих любимых эпизодов рассказывает про девушку, которая совсем недавно переехала в новую квартиру со своим мужем-сценаристом и отчаянно пытается влиться в компанию этих самых женщин-сплетниц, встречающихся каждый день во дворе, чтобы рассказать очередной слух. Заметь, об этом нигде не говорится. Это все мы понимаем просто из того, как девушка себя ведет. Этот день у дворовых женщин посвящен сплетням о загадочном Шонэн Бато. Очевидно, что все выдумывают истории, и девушка тоже начинает их выдумывать. Правда, именно ее словам не верят. Даже несмотря на то, что
Все женщины рассказывают полный абсурд. Когда девушка возвращается домой, она видит своего мужа, лежащего в крови на полу. Он просит у жены вызвать скорую, но та, как только узнает, что на него напал Шонен Батто, бросается к нему с мольбами рассказать, как это произошло, чтобы завтра она, наконец, смогла завоевать авторитет у дворовых сплетниц. И этот завершающий кадр и так далее. Как же это смешно и грустно. Тем не менее, у агента паранойи есть свои недостатки. Что касается дизайна персонажей, я испытывал некоторые трудности, когда пытался различить этих двух героев. Дело в том, что второй появился в сериале спустя несколько эпизодов после первого, когда внешность первого уже начала забываться. И я подумал, что это один и тот же человек. Черты лица у них очень похожи, что вызвало у меня некоторое смятение. Я даже вернулся к предыдущим эпизодам, чтобы понять, разные ли это люди. В другом эпизоде, где нам рассказывают историю 3 посетителей анонимного форума, встретившихся в реальности, чтобы покончить жизнь самоубийством, чувствуются какие-то проблемы с анимацией. Что это было, я до сих пор не понял, но какой-то скрытой художественной ценности в таком приеме я не обнаружил, как бы и не пытался. Я не буду разбирать все скрытые смыслы этого произведения, потому что всегда приятнее осознавать их самому. Да и не то, чтобы они были очень глубоко зарыты. Это не какой-то артхаус. Все мысли автора выражены достаточно четко. Правда, я дам лишь одну подсказку, которую вы не найдете в сериале. Название «Агент паранойи» — это только один из вариантов перевода японского «Моусо дайринин». По-другому это можно перевести на русский язык как «проводник иллюзий». Агент паранойи — это не детектив, хотя роль детектива он выполняет значительно лучше многих, ведь история настолько проработана, что уже в первом эпизоде особенно внимательный зритель может начать складывать пазл. Это не комедия, хотя смеялся я значительно больше, чем в обычных комедиях. Это не хоррор. Ну, в принципе, страшно мне не было, так что это действительно не хоррор. Агент паранойи — это история из жизни. Ближе к концу просмотра этого сериала мне показалось, что меня ткнули носом в мой собственный недостаток. В один из главных моих недостатков. Но я не чувствовал себя униженным или оскорбленным. Все оставшееся время в армии я провел за пошаговым планированием своей жизни после окончания срока службы. Я, наконец, смог поднять голову и идти дальше по жизни, глядя реальности в глаза. Вау, вот это было непросто снять. Если тебе очень понравилось, можешь подписаться на мой Patreon. Patreon — это сайт для материальной поддержки любимых авторов. Сделать это очень просто. Достаточно зарегистрироваться и выбрать желаемую сумму для... Ты можешь стать лучшим, самым лучшим, гранд-патроном, что бы это ни значило. В любом случае, в качестве благодарности, в конце каждого ролика я буду писать твое имя. Если ты выберешь вариант гранд-патрон, то я его буду еще и зачитывать. Возможно, даже в начале, не знаю. Но это не важно. На самом деле, самое главное — это тот контент, который я буду выкладывать на Patreon. Это контент обучающего характера по поводу работы с видеомонтажом и съемкой. Да, вроде все правильно сказал. Падежи не напутал. Ну, конечно же, это не просто стандартная хрень про видеомонтаж, там, да, что на ютубе этого полно. Нет, это нищебродский видеомонтаж, нищебродские съемки. Как с нулем денег снимать хорошо. Я это все расскажу. Расскажу за $1. Ну ладно, на самом деле первый ролик, который будет в Патреоне, будет продублирован на ютубе. В нем я буду рассказывать, как всего за 200 рублей снимать на хромакее.
При том, что у тебя нет хромакея изначально. И камер, и освещения. Короче, ты обычный человек. Вот так вот. Ну ладно, это... Оставайтесь тюнингованными. Видеть тебя.